997. Переходим к более подробному разбору, так сказать, рынка недвижимости города Запорожья. В данном случае класс социальное жилье. Перед вами карта города. Период исследования 1 месяц. Что бросается, друзья, в глаза? Наибольше всего подешевела недвижимость. Видим где, друзья? Заводской район. Ну, кто в Запорожье живет, тому не надо объяснять, почему там самое бюджетное жилье. Ну, там реально проблемы и экология, и там очень все это в заводской, ну, как бы среди, жилая застройка среди вот этих заводов, газетов, пароходов, ну, так получилось. Поэтому снижение здесь минус 0,53% за месяц. Меньше всего подешевела недвижимость, мы видим, друзья, в Вознесенском районе. Подешевела она на 0,22%, да, и в Шевченковском районе также подешевела на 0,22%. А переходим к следующему слайду. Он появился благодаря вам, друзья. Ваши вот эти вопросы, я на них отвечаю. Вы мне наичаще всего задавали один вопрос. Что произошло с недвижимостью за период войны? Я предлагаю вам рассмотреть данный график, рисунок. Такой информации, такого контента вы не найдете нигде, друзья. Поверьте мне, я один из немногих, кто, в общем-то, делает подобные обзоры и подобные исследования. Итак, на примере класса социальное жилье. Город Запорожье. Война началась, напомню вам, 24 февраля 2022 года. Здесь поквартальные исследования вы видите. $519 за квадратный метр. Это у нас март 2022 года. Ну, поквартально видим снижение стоимости квадратного метра. Естественно, уже январь 2026 год, это $427 за квадратный метр. Посмотрите, друзья, внизу экселевская табличка такая, она посчитала сама. Можете сами посчитать, кто как может. Мы видим, что 1 января, вернее, точнее, в январе 2026 года $427 стоимость квадратного метра, еще раз повторю, а в марте 2022 года это было $519 за квадратный метр, что показало нам снижение минус 17,73% за, друзья, всю войну. То есть город Запорожье показал наибольшую, насколько я помню, снижение стоимости квадратного метра. Нет, там еще город Сумы, друзья, там тоже по 20%. Но вот город Запорожье тоже, видите, не отстает. Можно округлить до 18%. Дальше, друзья, смотрим, что произошло за 1 месяц с вторичным рынок, эконом, комфорт, бизнес-класс. Снижение минус 0,53%. Можете посмотреть, что произошло с стоимостью квадратного метра в разрезе административных районов. Также можете посмотреть снижение в процентном соотношении по административным районам. Переходя к другому слайду, друзья, мы здесь будем говорить о первичном рынке квартиры эконом-класс. Снижение минус 0,26% за месяц. Также можете посмотреть, сколько стоит квадратный метр в абсолютных цифрах. В данном случае это в долларах стоимость квадратного метра. И снижение за месяц также в процентном соотношении. Следующий, друзья, слайд – это первичный рынок, комфорт, бизнес-класс квартиры. Ну что, друзья, здесь динамика также отрицательна. За месяц снижение минус 0,15%. Вы можете посмотреть стоимость квадратного метра в абсолютных цифрах, то есть это в долларах, и в процентном соотношении за 1 месяц. В данном случае снижение. Переходим к следующему слайду. Это традиционный слайд, который я готовлю на протяжении уже многих-многих лет. Сравниваем, что произошло с недвижимостью за год. Это называется тенденции, друзья. Период сравнения январь 2025 год. Видим $443 за квадратный метр. Это класс социальное жилье. Самый большой или крупный класс недвижимости, который эксплуатируется на Украине, который нам достался еще с периода Советского Союза. То есть все жилье, которое было построено до 1991 года, относится к данному классу. Ну что, друзья, видим, что за год снижение
минус 3,61%. Незначительно, но именно так ведет себя рынок. Почти 4% снижения в годовом измерении. Друзья, немного саморекламы. Вот здесь видите, есть индекс стоимости жилой недвижимости, он отрицательный. 0,964. Что такое, друзья, индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра или недвижимости во времени. Он считается достаточно просто, если у вас есть статистические данные. Показываю на примере. 427 долларов делим на 443, получаем снижение минус 3,61% за год, или же отрицательный индекс 0,964. Друзья, на протяжении, еще раз повторюсь, многих лет мы готовим индексы для крупных украинских системных банков национальных, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. И вот меня смотрят фокус-группа, это люди как раз, которые работают в финансовых учреждениях, то есть это риск-менеджмент или управление по рискам. Данная категория специалистов по крупицам собирает вот эту информацию, которую я вам показываю. Они хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, кто знает, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости также во времени. Причем всей недвижимости по всей Украине. На примере класса социальное жилье я вам вот это и демонстрирую. Поэтому, друзья, синергия наших знаний. Вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени, поможет и облегчит ваши бизнес-процессы, и также позволит мне заниматься дальше наукой, и компания Limb Consulting развиваться. Для того, чтобы меня найти, в описании YouTube канала вы найдете мой Viber телефончик, можем списаться или созвониться, составим техническое задание, и раз в квартал, обычно мы делаем это раз в квартал, будете получать исследования по всем сегментам рынка недвижимости, под всю ту недвижимость, под которой ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть у вас будет полная картинка, вы будете видеть, или снижается, или растет недвижимость. Почему или снижается, или растет? Потому что в западной части Украины недвижимость растет, в восточной части снижается. Ну, естественно, вы будете знать, индексы видеть, знать, насколько снижается. Это была реклама.